Сегодня поговорим о блок-коре. Действительно ли это спортшик в новой оболочке, либо некое новое веяние? Ну и попробуем составить несколько образов. Привет, я Маша, это канал о моде, одежде, обо мне и моем творчестве. Я получила большое количество откликов, я буду и дальше стараться выпускать много интересного и полезного контента. Что такое блок-кор? Для начала, думаю, лучше всего разобраться, как появилось это направление. Раньше спортивные элементы одежды и так были вхожи в гардероб, и это носило название спортшик. Потом, после пандемии, у всех начал больше упор на комфортную одежду, на свободную. То есть, на мой взгляд, тренд на спортивную одежду сформировался наиболее четко после, например, пандемии, когда у нас спортшик сублимировался с трендом на комфортную одежду, и вот у нас получился тренд на спортивную одежду, скажем так, тренд на одежду в спортивном стиле, если точнее сказать. А потом уже вот из этого тренда у нас возникла микротренд, тренд на блок-кор. Блок-кор – это сочетание, на мой взгляд, одежды в спортивном стиле, либо спортивной одежды по футбольной тематике вкупе с применением, в сочетании с одеждой в спортивном стиле или в сочетании с классической одеждой. Это у нас некая отсылка к спортшику такая. То есть у нас есть два направления. То есть у нас есть одежда с футбольной тематикой, которая сочетается либо с другой одеждой в спортивном стиле, либо с одеждой классической какой-нибудь. То есть брюки, юбки вот в классических покроях. Когда я просматривала образы а-ля в стиле блок-кор, то выявила некоторые особенности, так скажем. Первое, которое лежит на поверхности, это все, что связано со спортивной формой футбольной. Очень часто где либо это шорты, либо футболки. Это является либо условно одеждой, имитирующей спортивную форму, либо являющейся спортивной формой. То есть также вот особенность – это использование кед, либо бутс, высокие носки, которые используют футболисты, тоже туда же, это в их особенность. Потом я могу сказать, что поло, тоже у нас поло и так является трендом лета 2024 года, и там тематика тенниса и бадминтона, но тут в образах блок-кора поло, например, с какими-то нашивками, имитирующие как на футболках у футболистов есть вот эти вот надписи, так и на поло вот эти надписи, но они футбольные, так скажем, футбольные. Просто тоже поло очень часто везде используется. Что же еще? Спортивные толстовки, то есть тоже толстовки, имитирующие спортивную форму, то есть, например, это, как я понимаю, длинные формы футболистов, оттуда это взято, то есть это длинные эти спортивные костюмы с длинными не куртками, а толстовками, с длинными толстовками, с длинными штанами, спортивная такая тематика, очень много везде Адидаса. То есть это в блок-коре почему-то много кто Адидас, где-то Пума, это в основном, конечно, спортивные бренды. И начнем с составления образов. Первый тип образов – это образы, так скажем, женственные. Мне честно говоря, очень понравились эти тип образов, например, с юбками. То есть это какая-то футбольной стилистики футболка, какая-то обтягивающая, либо свободная, с короткой, либо длинной юбкой. Но ко всему этому плюсуются тренды, которые актуальны, например, на лето. То есть это тренд на прозрачность, тренд на многослойность, сюда же даже иногда тренд на металл. Тоже сюда же, у них то есть это сублимация некая с блок-кором получается, скажем так. Да, я буду вставлять примеры, как это возможно выглядит. То есть первый тип образов, который выделил, это свободная либо прилегающая футболка в сочетании с короткой либо длинной юбкой.
у нас получается где-то 4 вариации. То есть короткая футболка с длинной короткой юбкой и такая свободная футболка с длинной короткой юбкой. То есть там 4 вариации. То есть можно обыграть вообще. И на лето очень классно это все выглядит, конечно. Следующий тип образов – это то же самое, но только с брюками, скажем так. Это прилегающая либо свободная футболка. В большинстве случаев почему-то со штанами используют свободную футболку. И классические, либо уже спортивные штаны. То есть это наши штаны спортивные, длинные, типа а-ля Adidas, все одевают. Либо классические брюки, в основном все используют черные. Также третий тип образов, назовем его, это сочетание, например, футбольных шорт, длинных и коротких, сочетание, например, с приталенной футболкой, либо со свободной футболкой, или с приталенным верхом и свободным верхом, как вы хотите. Ну, просто это тоже как одна из вариаций блоккора. Ну, в принципе, это все возможные вариации блоккора, которые я вот только заметила. Больше ничего такого интересного, скажем так, нету. То есть это вот основные вот образы, которые составляют люди, чтобы с хэштегом блоккор. На этом все. Спасибо, что были со мной. Буду рада откликам и комментариям под этим видео.